Привет! Это Диана, и сегодня мы начинаем изучать русские падежи. Всего в русском языке есть 6 падежей. Это именительный падеж, родительный, дательный, винительный, творительный и предложный. Хорошая новость заключается в том, что один падеж вы уже знаете. Это падеж номер 1, именительный падеж. Его вопросы кто, что. Когда вы открываете словарь и находите какое-то русское слово, то это будет именительный падеж. Например, кто? Кот или что? Книга. Если вы не совсем понимаете, какие слова в русском языке являются одушевленными, отвечают на вопрос «кто», а какие неодушевленными, отвечают на вопрос «что», то посмотрите это видео, и все вам станет понятно. Итак, именительный падеж мы уже знаем. Осталось 5. И начнем мы с последнего падежа, падежа номер 6, который называется предложный падеж. И его вопросы, которые мы изучим сегодня, это вопрос о ком, о коте или о чем, о книге. Предложный падеж мы используем, когда говорим об объекте речи или мысли. Что делает эта девушка? Она думает. О ком она думает? Она думает о коте или о книге. Как вы, наверное, уже поняли, этот падеж мы используем с глаголами речи и мысли. Это могут быть такие глаголы, как думать, мечтать, вспоминать, помнить, говорить, разговаривать, спрашивать и так далее. Если вы плохо понимаете разницу между словами вспоминать и помнить или глаголами спрашивать и просить, то посмотрите эти 2 видео, они вам очень помогут. Если мы используем эти глаголы, то после них мы должны поставить слово в предложном падеже. Поговорим о том, как же меняется форма слова. Если у нас есть именительный падеж, кот, как нам сделать предложный падеж? И здесь нам нужно добавить окончание «е». Обычно. Это наиболее частый случай, но не всегда. Начнем с мужского рода. Вы, наверное, уже знаете, что в русском языке все слова, все существительные мы можем разделить на 3 рода. Мужской – он, женский – она и средний – оно. Если это для вас сложно, то посмотрите это видео. Итак, он – мужской род. Обычно мы добавляем окончание «е». Например, слово «кот» добавляем «е», получаем форму «коте». О ком ты говоришь? Я говорю о коте. Но иногда мы используем окончание «и». Оно нам нужно, если форма слова в именительном падеже оканчивается на «и». Например, как в слове «гений». Тогда мы убираем «й» и добавляем «и». Гении. О ком они говорят? Они говорят о гении.
переходим к женскому роду. Она. Здесь мы также обычно добавляем окончание «е». Например, слово «книга» убираем «а», добавляем «е», «книге». О чем ты спрашиваешь? Я спрашиваю о книге. Но если слово оканчивается на «ия», например, Россия, Италия, Франция, Мария, имя и так далее, тогда мы используем окончание «и». Россия. Убираем «я» и добавляем «и». России. О чем ты думаешь? Я думаю о России. Также мы используем окончание «и», когда имеем дело со словами женского рода, которые оканчиваются на мягкий знак. Этих слов у нас ограниченное количество, их нужно выучить. Итак, слово «кровать». Кровать – это она. Мы убираем мягкий знак в конце и на его место ставим окончание «и». Кровати. О чем ты мечтаешь? Я мечтаю о кровати. И средний род. Здесь мы тоже используем окончание «е». Яблоко. Убираем «о». Яблоке. О чем ты думаешь? Я думаю о яблоке. Слово море, поле и другие, которые уже имеют «е» в окончании, мы вообще оставляем без изменения. Море – именительный падеж, море – предложный падеж. О чем ты мечтаешь? Я мечтаю о море. Но и здесь мы тоже можем использовать окончание «и» в определенных случаях. Если слово оканчивается на «ие», например, здание, тогда мы убираем «е» и добавляем «и». Здании. О чем вы говорите? Мы говорим о здании. Если вы еще не запомнили или не записали все формы, все окончания, то просто сделайте скриншот этой таблицы. Ну а нам еще нужно поговорить о предлоге. Предложный падеж называется предложным, потому что здесь мы всегда используем какой-либо предлог. В ситуации с вопросами «о ком» или «о чем» мы используем 3 типа предлога. На самом деле один, но это разные варианты. Предлог «о» мы используем практически во всех случаях, если у нас слово начинается на согласный или на буквы «я», «е», «ё», «ю», как в слове «яблоко». Мы скажем о коте, о пицце, о яблоке. Яблоко сюда попало потому, что буква «я» в начале слова обозначает 2 звука «й», «а». «Й» – это у нас согласный звук, поэтому правило работает. Перед согласным используем «о». А вот предлог «об» нам нужен, если слово начинается на гласный. Например, об экзамене, об Америке или об университете. Обратите внимание, мы не делаем паузу
между предлогом и словом. Мы произносим их вместе, слитно. Об экзамене, об университете и так далее. Но еще один вариант «оба» мы используем в 4 случаях с местоимениями. Когда мы говорим обо мне, обо всем, обо всей и обо всех. Ну а сейчас практика. Марат мечтает о велосипеде или велосипеде. Велосипед – это он, мужской род, поэтому добавляем окончание «е». Марат мечтает о велосипеде. Лиза думает о собаке или о собаке. Собака – она. Добавляем окончание «е». Лиза думает о собаке. Макс рассказывает о Франции или о Франции. Это особый случай. Слово «Франция» оканчивается на «ия», а в этом случае нам нужно использовать окончание «и». Макс рассказывает о Франции. Джон говорит о Сибирь, о Сибири или о Сибире. Если вы смотрели это видео, то вы знаете, что слово «Сибирь» относится к женскому роду. Сибирь – это она. Когда у нас слово женского рода оканчивается на мягкий знак, в предложном падеже мы используем окончание «и». О Сибири. А теперь более сложное задание, которое проверит, знаете ли вы определенное количество слов по-русски. Антон думает пицца о пицце или о пицце. Именительный падеж пицца – это она. Добавляем окончание «е». Думает о пицце. Дина рассказывает машина о машина или о машине. В именительном падеже машина. Поэтому в предложном мы меняем окончание «а» на окончание «е». О машине. Мы отлично поработали сегодня. Ну и нас ждет следующее видео, следующий урок. Предложный падеж функции места или местоположения. Жду вас здесь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось. И до новых встреч. Пока!